Эти животные исчезли не просто так, их стерли с лица земли. Некоторые виды исчезли всего за десятилетия, хотя раньше их было миллионы. Они не просто пропали, их мир разрушили. Часто причина была одна – человек. Охота, вырубка лесов, завезенные животные, болезни и изменения климата – все это превращало их дома в пустые места. Сегодня я покажу 12 животных, которые исчезли навсегда, и почему это произошло. Первое животное – додо. Эта птица жила только на острове Маврикий и не умела летать. Ученые считают, что додо был спокойным и не боялся людей, потому что на острове не было естественных хищников. Когда люди пришли на остров, птица оказалась полностью незащищенной. Но главная причина исчезновения не просто охота. С завозом людей на остров попали крысы, свиньи и обезьяны, которые разрушали гнезда и поедали яйца додо. Плюс люди вырубали леса, и птица теряла места для гнездования и кормежки. Также додо откладывал сравнительно небольшое количество яиц, поэтому популяция восстанавливалась медленно. И еще один факт. Додо был крупной птицей, и его размеры делали его легкой добычей для людей. Со временем популяция додо стала все меньше, и в итоге птица исчезла в течение относительно короткого периода. Второе животное – тасманийский тигр или тиламил. Это было сумчатое хищное животное, которое жило в Австралии и на острове Тасмания. Ученые считают, что тиламил был активен в основном ночью и охотился на мелких животных. Его популяция начала сокращаться, когда люди пришли на территорию и начали охоту. Кроме того, на животных охотились фермеры, потому что тиламил иногда нападал на скот. Параллельно с этим разрушалась его среда обитания. Леса вырубали, а открытые пространства становились все меньше. В итоге животное стало редким, и его популяция не смогла восстановиться. Последние наблюдения тиламила относятся к началу 20 века. И с тех пор он исчез навсегда. Третье животное – стилерова корова. Это огромное морское млекопитающее, которое жило в холодных водах северной части Тихого океана. Ученые считают, что стилерова корова была медленной и неуклюжей, потому что у нее не было естественных врагов. Когда люди начали осваивать северные моря, они быстро заметили это животное. Стилерова корова давала много мяса и жира, поэтому ее стали массово охотиться. Ее популяция сокращалась очень быстро, потому что животное было медленным и размножалось не так быстро, как многие другие виды. В результате стилерова корова исчезла всего через несколько десятилетий после того, как была обнаружена учеными. Четвертое животное – мегалодон. Это гигантская доисторическая акула, которая жила в океанах около от 23 до 3,6 миллионов лет назад. Ее зубы могли достигать 18 сантиметров, а тело до 18 метров в длину. Мегалодон был главным хищником своего времени, но ученые считают, что его вымирание связано с резкими изменениями климата и океанских течений. Когда океан становился холоднее, многие его добычи исчезали или мигрировали в другие регионы. Также в это время начали появляться новые хищники, такие как крупные виды китов, которые могли конкурировать за пищу. Из-за этого мегалодон постепенно терял источники питания и не смог адаптироваться. В итоге он исчез с лица земли, оставив после себя только гигантские зубы и легенды. Пятое животное – квага. Это был подвид зебры, который жил в Южной Африке. Квага выглядела как зебра, но с очень слабыми полосами. На задней части тела они были почти исчезнувшими, а на передней более заметными. Ее необычная окраска делала квагу уникальной, но люди увидели в ней просто удобную добычу. С середины 19 века охота на квагу стала массовой, потому что ее мясо, кожа и даже необычный внешний вид были востребованы. Кроме того, квага была очень спокойной и не боялась людей, поэтому ее легко было поймать. В итоге популяция резко сократилась, и в 1883 году была убита последняя дикая квага, а в 1889 году умерла последняя в неволе. Шестое животное – шерстистый мамонт. Это огромный родственник современных слонов, который жил в холодных степях и тундре. Он был покрыт густой длинной шерстью, чтобы выживать в ледниковом климате, и питался травой, кустарниками и мхами. Но когда ледниковый период закончился, климат начал быстро меняться, стало теплее, и холодные степи начали сокращаться. Сокращение травянистых территорий означало, что мамонтов стало все труднее находить пищу. Параллельно люди начали активно охотиться на мамонтов ради мяса, кожи и ценных бивней. Из-за сочетания изменения климата и человеческого давления популяция мамонтов резко падала, и они постепенно исчезли с лица земли. Седьмое животное – перуанский волк или анский волк. Он жил в горах и степях Южной Америки, особенно в Перу.
Перуанский волк был меньше обычного волка, с тонким телом и длинными ногами, что помогало ему быстро бегать и охотиться. Но когда люди начали расширять земли под пастбища и фермы, волков стали считать угрозой для скота. Из-за этого началась массовая охота. Люди убивали волков, чтобы защитить домашних животных. Кроме того, исчезала их естественная среда обитания. Леса и горные территории сокращались, а вместе с ними исчезала и добыча. Со временем популяция перуанского волка резко упала, и вид исчез из дикой природы. 8-е животное – пассажирский голубь. Когда-то это была одна из самых многочисленных птиц на планете. Ее стаи были настолько огромными, что могли закрывать небо на несколько часов. Пассажирские голуби жили в лесах Северной Америки и гнездились огромными колониями. Но в 19 веке началась массовая охота. Птиц убивали ради мяса и продавали в огромных количествах. Одновременно с этим вырубались леса, где голуби гнездились и находили пищу. Из-за сочетания охоты и уничтожения среды обитания численность вида рухнула всего за несколько десятилетий. Последний пассажирский голубь умер в неволе в 1914 году, и вид исчез навсегда. 9-е животное – каспийский тюлень. Когда-то каспийских тюленей были сотни тысяч, сегодня их осталось в разы меньше. Их массово уничтожали ради меха и жира, годами, без ограничений. Потом пришло загрязнение, нефть, отходы, мусор. Вода стала токсичной, а рыбы меньше. Из-за изменения климата лед почти исчез, а без льда тюленям негде рожать детенышей. Каспийский тюлень не вымер окончательно, но он уже на грани, и это произошло по вине человека. 10-е животное – калифорнийский кондор. Это одна из самых редких птиц на планете. В какой-то момент их осталось меньше 30 особей. Кондоры гибли не от охоты напрямую, а от отравления свинцом. Они ели падаль животных, подстреленных людьми. Добавь к этому разрушение гнезд, линии электропередач и потерю среды обитания. Птицы просто не успевали восстанавливаться. В 20 веке вид оказался на грани полного исчезновения. Кондоров пришлось выловить из дикой природы, чтобы спасти. Сегодня они еще живы, но без помощи человека они бы уже исчезли навсегда. 11-е животное – пещерный лев. Пещерный лев был крупнее современных львов и считался главным хищником Евразии. Он охотился на мамонтов, бизонов и других крупных правоядных. Но климат начал резко меняться. Ледники наступали, степи исчезали, а добыча становилась все меньше. Люди тоже сыграли роль. Пещерные львы конкурировали с человеком за пищу и часто становились целью охоты. Когда исчезли крупные животные, пещерный лев остался без еды. Примерно 12 тысяч лет назад он полностью исчез с лица земли. 12-е животное – гигантский олень, Irish elk. Гигантский олень был не просто большим, его рога могли достигать 3 метров в размахе, но именно эта красота стала его слабостью. Из-за изменения климата и исчезновения открытых степей пищи стало меньше, и животным стало трудно выживать. А огромные рога требовали много энергии и питательных веществ. В условиях дефицита еды это стало серьезной проблемой. Кроме того, люди охотились на гигантских оленей ради мяса и кожи. Их популяция быстро сокращалась. Со временем олень стал слишком уязвимен и постепенно исчез с планеты. Сегодня гигантский олень жив только в ископаемых костях и в музеях, где он напоминает нам, как быстро может исчезнуть даже самый великий вид.